В Кремле больше не отправляют министров в отставку, им просто дают один патрон. Российский министр ушел в обоих смыслах этого слова. Никаких исключений. Трамп объявил войну России и ее союзникам, что привело к неожиданному решению. Ставки выросли за одну ночь. Новые тарифы, новые цели и никакой пощады. Почему именно сейчас и кто попадет под удар первым? Политический переполох. Ультраправые сдаются, чтобы понравиться. Что это означает? Почему радикалы внезапно стали вежливыми? Что они готовят на самом деле? Разберем вместе с вами. Кандидат с уголовным делом. Кто остановит сценарий оккупации еще одной страны? И когда? А может быть, уже слишком поздно? Это просто кампания или подготовка к захвату? Фантомы прошлого лезут наружу. Коммунисты снова хотят Сталинград, самого Сталина и объявить церковное иноагентским. Огненные вихри на юге, потопы и штормы на севере. Европа разрывается, и это уже не просто климатическая тревога. Погодный апокалипсис в Европе. Как материк живет сразу в двух реальностях. Все главные новости вечера понедельника, 7 июня. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Все произошло стремительно и подозрительно. Утром Романа Старовойта, бывшего главу Курской области и недавно назначенного главой Минтранса РФ, снимают с должности, а вечером он уже мертв. Совпадение? По данным источника ШОТ, Старовойт покончил с собой у себя дома в Одинцово. Скандальные миллиарды из Курской области долетели до Москвы. Путин уволил Романа Старовойта менее чем через год после назначения. Совпадение? Не думаю. Его бывшие подчиненные уже в СИЗО по делу о хищении миллиарда рублей, а источники из Кремля давно шептали, его спасет только чудо. Но чуда не случилось. Еще зимой отставка Старовойта считалась вопросом времени. Его фигура маячила рядом с уголовным делом, как фонарь на обочине. Дело касается распила миллиардов при строительстве укреплений у границы, тогда, когда Старовойт руководил Курской областью. Его бывший временно исполняющий обязанности Алексей Смирнов уже арестован, как и вице-губернатор Алексей Дедов и подрядчик Дмитрий Спиридонов. Выкашиваются все. Теперь кресло, скорее всего, займет Андрей Никитин, бывший губернатор Новгородской области и нынешний замминистра. Именно под него, скорее всего, и расчищали дорогу. Недаром он ушел со своей должности еще в феврале. Значит, честь и ответственность для меня. Я приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Трамп объявил экономическую войну союзникам БРИКС прямо во время саммита объединения в Бразилии, где страны-участницы выступили с резкой антиизраильской и проиранской риторикой. Президент США Дональд Трамп нанес ответный удар. В своем аккаунте в Truth Social он пообещал дополнительные жесткие санкции. Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, будет облагаться дополнительным 10% тарифом. Исключений из этой политики не будет. Спасибо за внимание к этому вопросу. Это не первая угроза со стороны Белого дома. Ранее Трамп уже заявлял, что в случае создания БРИКС собственной валюты для конкуренции с долларом он обложит товары из стран-участниц 100% пошлинами. Тогда он жестко заявил, цитирую, «Любая страна, которая попытается заменить доллар, может сразу помахать рукой Америке». Конец цитаты. В Кремле тогда открестились от идеи альтернативной валюты и назвали ее пока не актуальной. И предложили разъяснить Трампу повестку БРИКС. Сейчас риторика, похоже, меняется. Правительство Бразилии осудило нарушение территориальной целостности Ирана, как оно уже сделало в случае с Украиной. Сторонам, вовлеченным в войну в Украине, необходимо срочно углубить прямой диалог с целью достижения прекращения огня и прочного мира. Группа «Друзей за мир», созданная Китаем и Бразилией, при участии стран Юга пытается найти возможные пути прекращения военных действий.
Страны БРИКС осудили удары по Ирану и действия Израиля в Газе. США напрямую не упомянуты, но контекст очевиден. Это стало последней каплей. На фоне этих заявлений глава Фонда прямых инвестиций из России Кирилл Дмитриев, тот самый, которого принимали в Белом доме не так давно, вновь заговорил о восходе глобального юга. Подчеркнул, что на долю БРИКС сегодня приходится около 40% мирового ВВП против 29% у Большой Семерки и почти половина глобального экономического роста. Еще раз, это по версии РФ. Тем временем само объединение продолжает расширяться. В 2025-м к нему присоединилась Индонезия, вслед за Египтом, Эфиопией, Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами в 2023-м. Но теперь Вашингтон дает понять, за попытку играть против доллара придется платить, и дорого платить. У российской армии появился новый старый враг, и она активно с ним воюет. Видимо, вспомнив, как в начале широкомасштабного вторжения российскую технику побеждали тракторные войска, оккупанты решили воевать с сельхозтехникой. Все было бы смешно, если бы не так трагично. В результате сброса взрывчатки на трактор с дрона погиб человек, а Россия совершила еще одно военное преступление. Утром 7 июля возле Береслава россияне сбросили с беспилотника взрывчатку прямо на трактор, который работал в поле. Водитель погиб на месте. Российский дрон атаковал безоружную сельхозтехнику, и это не единичный случай. Глава Херсонской областной военной администрации регулярно сообщает о высокой интенсивности ударов по региону. Только за июнь россияне выпустили по области более 7300 снарядов. Погибли 29 человек, включая ребенка. Ранения получили 252 взрослых и 3 детей. Ранее, 1 июня, артиллерийским обстрелом была поражена больница в Херсоне. Тогда пострадали 8 человек. Это будут самые грязные выборы. Нас попытаются снять, но у нас на каждые их 5 сценариев 125 своих, говорит беглый олигарх. В Москве прошел съезд молдавского пророссийского блока «Победа», политического проекта беглого олигарха Илона Шора. Возглавить список на парламентских выборах 28 сентября должна одиозная Башкан Гагаузии Евгения Гуцул, фигурантка уголовного дела о незаконном финансировании партии Шор. Мы на следующей неделе подаем документы для участия в предвыборной кампании. Наша главная цель на этих выборах – снести фашистский режим и провести в течение следующего полугода досрочные выборы, которые будут демократичными. В самой Молдове тем временем обсуждают создание так называемого прокремлевского мегаблока, объединения левых сил, в которое могли бы войти и соратники Шора. О переговорах недавно публично говорил Игорь Дадон, глава социалистов и экс-президент. Но выступление Шора в Москве дает понять многое. Когда ультраправые перестают быть ультра, могут ли они оставаться правыми, и значит ли это отказ от российских денег? После скандалов, оскорблений в Бундестаге и ярлыка экстремистов от спецслужб, партия «Альтернатива для Германии» берется за этикет. В эти выходные ее руководство собирается утвердить новый кодекс поведения для депутатов, чтобы исправить манеры и приблизиться к главной цели – к власти. Как пишет The Financial Times, автором документа стал главный парламентский координатор АДГ Штефан Бранднер. По замыслу, кодекс должен утихомирить буйный имидж фракции в глазах публики. Партийцев просят придерживаться единой и умеренной линии, особенно в публичных выступлениях. Новые правила касаются не только этики, но и коррупции. Упоминаются конфликты интересов и прямые запреты на взятки. Не может быть. А раньше можно было, получается. По данным издания, партия надеется за счет модернизации имиджа не только удержать уже набранные 21% голосов, но и ослабить изоляцию со стороны других партий. В первую очередь со стороны Христианско-демократического союза, с которым в будущем АДГ может попытаться наладить сотрудничество. Но в Германии по-прежнему звучат голоса за полный запрет партии. Напомним, Федеральное ведомство по охране Конституции в этом году уже признало альтернативу подтвержденной правоэкстремистской организацией, но затем приостановило эту классификацию из-за продолжающегося судебного разбирательства. Следующие выборы в 2029 году. Ультраправые хотят подойти к ним уже в новом обличии, в костюме, с галстуком и без криков «лжец» с трибуны. А как думаете вы, если там было российское влияние, оно уже испарилось или просто тщательнее маскируется? Не забывайте написать свое мнение в комментариях.
Те, кто говорит, что в России нет оппозиции, глубоко заблуждаются. Оппозиция есть, и она занимается очень важными вещами. Например, КПРФ, коммунисты, официально назвали ошибкой доклад Хрущева о культе личности Сталина в 1956 году. Том самым, что положил начало масштабной десталинизации. Коммунисты обвинили Хрущева в подтасовке фактов и лживых обвинениях, говорят, что его доклад искажает правду о государственной и партийной деятельности Сталина. Так-то он молодец. Но на этом коммунисты не остановились, их понесло дальше. Партия призывает вернуть Волгограду имя Сталинграда, а региону прежнее наименование Сталинградская область. Все только важное. Съезд проходит в условиях, когда против русского мира англосаксы и натовцы ведут беспощадную войну, когда стабильность в мире нарушена, когда кризис все более обостряется, требуется программа победы. Ну и по синематографу тоже прошлись. Канал «Спас» потребовали признать иноагентом из-за фильма «Мумия» о мавзолее Ленина. Геннадий Андреевич задал очень серьезный вопрос. А на чьи деньги создан эта киноподелка? Я предлагаю, развивая тезисы Геннадия Андреевича, поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. И если подтвердится, что финансирование этого фильма есть и деньги иностранные, добиться признания канала «Спас» иноагентом. Погода наносит беспощадный удар. Молниеносная атака природы и трагедия посреди прогулки. На севере Италии буря вспыхнула внезапно и мощно. Дерево, сорванное ураганным ветром, насмерть придавило женщину в городке под Миланом. Она возвращалась с прогулки с двумя знакомыми. Они чудом выжили, но попали в больницу. Шторм разразился в Ломбардии с такой силой, что пожарные до сих пор устраняют последствия. Десятки поваленных деревьев, затопленные подвалы, рекламные щиты, снесенные порывами ветра. Более 80 случаев, и это только в одном регионе. Восточнее, в Венето, ливни топят пригороды Беллуно и Виченцы. В Тоскане снова упавшие деревья и разрушения. И все это на фоне летней жары, накрывшей центр и юг страны. В Риме плюс 30 и ни намека на бурю. Европа живет в двух параллельных реальностях. На севере катастрофы, на юге опасный зной. По данным властей, жара уже унесла жизни как минимум 8 человек. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.